Всем привет! На связи Харьков. Праздники закончились, и в Харькове разбирают новогодние рождественские локации. Прежде всего разобрали и вывезли на хранение самые большие фигуры Санта-Клауса на коне и оленя. Эти декорации будут храниться до следующего Нового года. Какие новости в Харькове? Ежедневно Харьков и область подвергаются атакам БПЛА. Вот такие звуки слышат харьковчане по вечерам. Россия бьет по Харькову БПЛА типа «Шахед» и «Молния». В области также продолжаются бои, а звуки от взрывов от авиабомб и артиллерии часто слышны в городе. Перед вами последствия прилета БПЛА в городе Харькове. В Харькове ведут единый билет на общественный транспорт. Сейчас, напомню, пассажиры в Харькове ездят в общественном транспорте бесплатно с мая 2022 года. Харьковский горсовет сейчас на этапе формирования технического задания для того, чтобы в дальнейшем реализовать единый и электронный билет. Также в Харькове планируют вернуть трамвай, соединявший железнодорожный вокзал с Одесской улицей. Маршрут номер 5, один из самых длинных в городе, не курсирует с начала полномасштабной войны. Его не восстановили сначала из-за нехватки вагонов, а потом из-за нехватки водителей. Сейчас в городском совете планируют его восстановить. Водителей в городе все еще не хватает. Однако весной на маршруте номер 5 появятся предварительно 7 выпусков трамваев. Интервалы, конечно, будут длиннее, чем до 24 февраля 2022 года. Сначала сюда планировали поставить вагоны, которые передала Чехия. Однако из-за плохого качества рельсов этого решили не делать. На этом маршруте на участке от Одесской до улицы Георгия Тарасенко нужен ремонт. Но денег на это в городском бюджете сейчас нет. Поэтому здесь будут ходить обычные вагоны. Когда трамвай номер 5 вернется, откорректируют выпуски трамваев номер 6 и 8. А еще в Харькове планируют восстановить трамвайный маршрут от ХТЗ до станции Лосева. В настоящее время трамвайная линия находится в плохом состоянии, поэтому нуждается в ремонте. Об этом сказал заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимир Матис. Трамвайная линия на ХТЗ находится в аварийном состоянии. Там полностью отсутствует контактная сеть, поскольку там не было движения трамваев 3 года. Там полностью линия нуждается в ревизии. И вообще там большой объем работ. Владимир Матис подчеркнул, что этот маршрут для города является стратегически важным, поскольку имеющимся транспортом не покрывается спрос. Также для обслуживания маршрута потребуется больше вагонов трамваев. Вагоны, эксплуатируемые на этой линии, были повреждены во время боевых действий. Кроме этого, в Харькове пока на данный момент не рассчитывают на восстановление трамвайных маршрутов от Центрального парка до лесопарка. А вот разрушенное россиянами депо должно стать универсальным. В Харькове пока не оценили ущерб, нанесенный Салтовскому трамвайному депо в результате российских обстрелов. О Салтовском депо знают многие, что оно очень разрушено.
В будущем Салтовское депо должно стать универсальным и обслуживать не только трамваи, но и троллейбусы и электробусы. А вы знаете, что более 60 новых ресторанов и кафе открылось в Харькове в 2024 году? Также в прошлом году в Харькове открыли 49 новых предприятий бытового обслуживания. Это парикмахерские, СТО, ремонтные мастерские и так далее. На сегодня во всех районах Харькова работают около 1600 заведений ресторанного хозяйства и 1100 предприятий бытового обслуживания. А что по зарплатам в Харькове? По состоянию на 16 января 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 1820 вакансий, что для такого города, как Харьков, согласитесь, немного. Наибольшие зарплаты предлагают старшему юрисконсульту – почти 75 тысяч гривен, а также врачам различных специальностей – терапевту, отоларингологу, ортопеду-травматологу, нейрохирургу и другим – 60 тысяч гривен. Обивщик мебели – 26 тысяч гривен. Швея – 22 тысячи гривен. Биохимик – 20 тысяч. Регистратор медицинский – 18 тысяч. Монтер пути – 17 250 гривен. А энергодиспетчер – 17 200. Мемориальный комплекс «Высота маршала Конева» получил новое название. Теперь это Национальный музей военной истории Слобожанщины. Решение принято Министерством культуры и информационной политики Украины. Я напомню, что мемориальный комплекс – это холм высотой почти в 190 метров в поселке Солоницевка Харьковской области. Этот мемориальный комплекс входят часовня, военный музей, представлены образцы артиллерийского вооружения, танк Т-34, обелиск с декоративной стелой. Мемориальный комплекс – единственный в Украине подобный музей. И в Харькове декоммунизировали Аллею Славы в парке машиностроителей. Убрали надпись «Аллея Славы», выполненную на русском языке. Аллею Славы создали в 1959 году в честь солдат, погибших в боях за Харьков против немецко-нацистских оккупантов в годы Второй мировой войны. А вот так в Харькове отметили праздник Крещения по старому календарю 19 января. Люди святили воду и купались в ледяной купели.